Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про основы электротехники. Сегодняшняя тема – электроемкость и конденсаторы. Способность тела накапливать и сохранять электрический заряд называется электроемкостью, определяет отношение заряда, получаемого телом к величине потенциалов. Две металлические пластины, разделенные диэлектриком, называют электроконденсатором. Конденсаторы имеют свойство накапливать разные по величине и разные по значению электрические заряды. Вот так выглядит самый что ни на есть простейший конденсатор. Но внимательный зритель обратит внимание и скажет, что это далеко не простой конденсатор, а щелочной. Мы видим, как он изображен. Отличается он от простейшего конденсатора тем, что когда будем впаивать его в подложку микросхем, о чем я буду рассказывать немножечко позже, то с обычным конденсатором ничего не случится. А с щелочным он просто вздуется. В лучшем случае он просто вздуется. В худшем он выстрелит из подложки микросхем, как салют на Новый год. Но обо всем по порядку. Емкость определяется по формуле. C равно Q, деленное на U, где C это емкость конденсатора, U величина одного из пластин, U разность потенциалов, напряжений, приложенных к пластине. Ну что такое напряжение, я уже рассказывал в одном из своих первых видео, но пару слов напомню. Напряжение – это такая физическая величина, которая отслеживает разность потенциалов на конце проводника. То есть, представьте себе трубу, шланг, неважно, по которым бежит вода. Так вот, на конце одной трубы диаметр составляет 10 мм, условно, а на другой 5 мм. Так вот, это разница и есть напряжение. Это и называется разность потенциалов. Конденсаторы отличаются как по конструкции, так и по диэлектрику, находящейся между пластинами. Если емкость можно изменить, то его называют переменным. Если емкость конденсатора не изменяется, то его называют постоянным. Это могут быть постоянно оксидные, электролитические, далее подстрочные конденсаторы, то есть с помощью отвертки. То есть их можно регулировать с помощью отвертки. В зависимости от материалов диэлектрика конденсаторов постоянной емкости бывают слюдяные, электролитические и многое тому подобное, о чем я буду рассказывать в будущих видео. На данном изображении изображено схематическое изображение конденсаторов на схемах, чертежах. Под буквой А изображен самый что ни на есть простейший конденсатор. Под буквой Б изображено электролитический, оксидный. Ну, проще говоря, на основе химии. О чем я говорил вот на предыдущем слайде. Это то есть на основе химии. Под буквой Б изображен переменный конденсатор, то есть этот конденсатор вы можете регулировать с помощью ручки.
там на 100%, на 50%, 70%, 10%. То есть вы можете его регулировать. И под буквой Г это подстрочечный. То есть то же самое, что и предыдущий, но вы можете его регулировать с помощью отвертки. Вот, по сути, чем они отличаются. Единица измерения. За единицу измерения емкости принята фарада. Сделаю небольшое отступление. Сама фарада очень большая единица. Сама наша планета Земля составляет всего 6 фарад. Но вернемся к теме. В электротехнике широко распространены 3 единицы измерений. Это микрофарада, нанофарада, пикофарада. Каждый из них как-то обозначается на схемах, на самих конденсаторах. Вот вы видите в скобочках. То, что слева, это у нас в России пишут, то есть на кириллице, а то, что слева, это импортное изображение, то есть на латинице. И есть разница между этими единицами измерениями. Микрофарада по сравнению с этими 3 является высшей единицей измерения. Нанофарада средняя между ними. И пикофарада самая низкая из них единица измерения. Разница в чем составляет? Это в 3 нулях. В будущем вы поймете, о чем я. И вот тут я привожу пример. 1 микрофарада равняется 1000 нанофарад. 1 нанофарада равняется 1000 пикофарад. И 1 микрофарада равняется 1 000 000 пикофарад. Чуть ниже я привожу вам пример, как выглядит надпись на конденсаторах. Ведь сам конденсатор, он маленький, ну, в основном. И поэтому надписи много на них не получится написать. И поэтому на них пишут очень кратко. Так вот, первый пример. 47 нанофарад. Как оно пишется? Это на самом конденсаторе. Как вы должны для себя представлять. 47 микрофарад. Она записывается 0,47 нанофарад. И, допустим, нам нужно перевести в другую единицу измерения. Например, в нанофарады 3 нуля. То есть мы запятую переставляем вправо на 3 нуля. И получаем 470 нанофарад. Смотрим дальше. 6 нанофарад 8. Почему здесь стоит буква μ между этими цифрами? Суть в чем заключается? Все то же самое. Только в этом случае буква μ является запятой. И все. А остальное все то же самое, что я уже говорил чуточку ранее. Все это в целом применяется также к нанофарадам и пикофарадам. Виды соединений конденсаторов. На изображении справа вы можете увидеть 3 самых широко распространенных соединения. Соединение конденсаторов последовательное, параллельное и смешанное. Чем они отличаются?
Последовательное соединение, при последовательном соединении общая емкость уменьшается. Казалось бы, с точки зрения логики должно увеличиваться, но это физика. У нее, а что такое физика? Физика изучает законы природы. То есть это то, что создано самой природой. А мы только можем изучить и правильно этим воспользоваться. Повторюсь, последовательное соединение. При последовательном соединении емкость уменьшается. При параллельном, соответственно, увеличивается. И вот обратите внимание на изображение справа. Я привожу формулу, как это все высчитывается. Первый конденсатор плюс второй конденсатор. Смотрим на формулу. C1 умножаем на C2, делим C плюс C2. Эти полученные числа мы делим между собой и получаем общую емкость. При параллельном соединении все очень просто. Просто C1 плюс C2 плюс C3 и так далее. Получаем общую емкость. Смешанное соединение — это два предыдущих способа. Мы просто складываем между ними. Вот и все. Ну, сегодняшняя тема была очень интересный, познавательный. Ну, подведем итоги. Скажем в двух словах, что такое конденсатор? Конденсатор — это такая емкость, которая накапливает в себе электричество. Из машиностроения мы можем наблюдать конденсатор в качестве аккумулятора. В чем разница? Скажем, аккумулятор, он приспособлен держать заряд на очень долгое время по сравнению с конденсатором. Конденсатор, он держит в себе заряд на небольшое время. Там, в зависимости от конструкции или от материалов, из которых он собран, он держит в себе заряд на небольшое время. Он держит, и со временем он медленно ослабевает и разряжается. Конечно, аккумулятор тоже может разрядиться со временем, но он рассчитан на длительное время. О чем я буду, собственно, тоже рассказывать об аккумуляторе в будущем. Посвящу этому отдельную тему. Так, что еще? Ну да, конденсатор бывает разного вида, из разных материалов. Также сегодня мы познакомились с единицами измерения, в чем измеряется емкость. Это в фарадах, а если бы точнее в микрофарадах, нанофарадах и пикофарадах. И вот виды соединений конденсаторов. Бывает всего широко распространено 3 вида соединений. Это параллельные, последовательные и смешанные. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо. Не забывайте подписываться на мой канал, писать комментарии, ставьте пальцы вверх и не забывайте поставить колокольчик на моем канале, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо. До новых встреч!